Каждый из вас имеет возможность воспользоваться этой диспенсацией. Каждый из вас имеет шанс взойти в своем сознании на другой, более высокий уровень, освободившись от огромного куска вашей кармы. Однако вы должны приложить для этого все усилия вашего сердца. Вы должны это сделать с открытым сердцем, искренне. Только ваша собственная чистота и искренность определят, сможете ли вы к концу года получить вашу награду в виде восхождения на новую ступень божественного сознания. Постарайтесь не соскользнуть вниз, поддавшись нечистым мыслям и мотивам. Вы можете использовать данную диспенсацию для помощи в отработке планетарной кармы, кармы вашей страны. Вы также можете использовать эту возможность для отработки вашей личной кармы и кармы ваших ближайших родственников, которые связаны с вами кармически. Поэтому, если вы 1 час в день, 23 числа, уделите молитвенной практике и сделаете соответствующий призыв, то вся энергия будет приумножена количеством участников, которые примут участие в диспенсации данного дня. И эта энергия, прежде всего, будет направлена на трансмутацию той кармы, которая мешает устойчивому эволюционному развитию на планете Земля. Оставшаяся энергия будет направлена на разрешение ваших личных кармических проблем, о которых вы будете просить. Бремя кармы, которое висит над человечеством, слишком велико, и вознесенные сонмы используют буквально любую представившуюся возможность, чтобы помочь нам, людям Земли, находящимся в воплощении. Не пренебрегайте дарованными нам милостями и возможностями. Космический закон не позволяет владыкам вмешиваться в нашу карму, если вы не просите о вмешательстве. Но как только зов произнесен и зов услышан, вознесенные сонмы готовы оказать нам всю возможную помощь. Однако не стоит нам полностью полагаться на вознесенные сонмы. Если человек просит 1 раз о том, чтобы ему помогли избавиться от тяжкой кармы, которая нависла над ним, например, кармы аборта, ему помогают. Однако, если проходит какое-то время и человек вновь совершает тот же поступок, ведущий к созданию кармы, в этом случае вознесенным сонмам гораздо труднее оказать помощь. Поэтому каждый раз, когда вы просите о помощи, в избавлении вас от последствий ваших неправильных действий в прошлом, вы должны вполне осознанно брать на себя обязательство не повторять тех поступков в вашей жизни, которые привели к созданию кармы. Качество божественной свободы для вас представляет прежде всего свободу от вашей кармы, свободу от тех энергий, которые вы исказили вашими несоответствующими воле Бога поступками в прошлом. Эти энергии привязывают вас к физическому плану и к другим плотным слоям планеты Земля. И ваша основная задача – получить освобождение от этой привязанности. И этот процесс освобождения не носит единовременный характер. И если бы вся искаженная вами энергия на протяжении многих тысяч воплощений внезапно активизировалась в вашей ауре, то вы не смогли бы выдержать подобные нагрузки. Поэтому, в соответствии с гуманным законом космических циклов, ваша жизнь подразделяется на интервалы времени, когда активизируется та или иная ранее искаженная вами энергия. И эти интервалы времени кратны 12 основным лучам космических часов. Эти временные циклы подразделяются на годовые циклы.
так называемые 12-летние циклы в соответствии со знаками зодиака и циклы месячные внутри каждого года. Это те циклы, в соответствии с которыми происходит возврат вам тех кармических ситуаций, которые вам необходимо пройти для уравновешивания энергий, искаженных вами ранее и содержащихся в вашей ауре. Все во Вселенной происходит в соответствии с космическими циклами, и эти циклы записаны Богом на языке звезд. Тот, кто постигнет язык звезд, получит доступ к подробностям плана Бога для всей Вселенной и для конкретной планеты или звезды.